Перед Геннадием Латкиным на столе стопка бумаг. Это отчеты. Желтым то, что сделано. Этот цвет преобладает. Объемы действительно впечатляют. Идет выполнение в 10 раз больше, чем в 2011 году. И можем сказать, что на сегодняшний день мы удовлетворены тем, что делается в городе. Темпы освоения средств высокие. Все дело в том, что Рыбинск как никто был готов к поступлению денег из Дорожного фонда. Есть проекты, планы, документация. Средства поступают траншами. Первый – 55,5 миллионов. Сделано 8 дорог. Впервые за много лет произведена подсыпка улиц частного сектора. Выполнены объемы работ по проспекту Ленина. Это Крестовая, удаление колейности, деревообделочная, пароходная, гвоздильная, путепровод в створе 9 мая, улица Труда, улица Советская, улица Ашурковская, транспортная развязка в створе улицы Герцена, улицы Максима Горького. Мы произвели ремонт ощебенения улицы Частного сектора, сделали капитальный ремонт улицы Солнечная, улицы Бульварная. Это по первому траншу. Второй транш фонда – это 109 миллионов, и Рыбинск уже готов их освоить. Это еще 18 городских улиц и дорог, которые полностью изменятся всего через пару месяцев. Что будет сделано к 20-25 октября? Это улица Черепанова, улица Максима Горького, территория воинской базы, улица Румянцевская, от Крестовой до Чкалова, улица 50 лет в ЛКСМ, улица Бабушкина. Большой объем работы будет по улице Серова, это от Гражданской до 9 мая. Кроме того, приведут в порядок дороги в микрорайоне Северный, рядом с отремонтированным зданием 33-й школы, проезд рядом с 23-й школой на улице Солнечной, а также дороги в микрорайоне Веретье. Кстати, Дорожный фонд не единственный источник финансирования. Городская казна выделяет почти 70 миллионов рублей, а это завершение ремонта на проспекте Революции и еще 18 улиц и проездов. Уже сейчас составляются планы на год следующий. Управление городского хозяйства намерено подготовить документацию для освоения суммы, превышающей 500 миллиона рублей. В своей очереди ждут улицы Чкалова, Корякинская, Фурманова и многие другие дороги Рыбинска. И есть у городских благоустроителей еще одна идея, которая понравится пешеходам – ремонт тротуаров. В настоящее время идет управлением городского хозяйства, ведется обследование всех тротуаров в городе. То есть эта программа будет выпущена к 25-28 сентября. Мы уже набрали объемов работ на где-то 45 миллионов рублей. Тротуарами никто не занимался более 15 лет, так что пора настала. Таковы планы, но есть и проблемы. Город готов принять средства, есть возможности добиться их выделения. Хорошо бы еще сил добавить. Дело в том, что пока в Рыбинске работают только 3 крупных подрядчика. Для масштабных действий нужно еще несколько серьезных фирм. А еще необходима оперативность, чтобы и деньги получать вовремя и распределять их тогда, когда строить еще имеет смысл. Сейчас конкурсы на определение подрядчика растянуты от 10 дней до 1,5 месяцев, а это треть сезона. Как с одной стороны быстро получить деньги на дороги, и с другой также быстро их направить на исполнение заказа, с этой задачей в следующем году тоже надо будет справляться.